Правда об Инквизиции и ее жертвах в Европе. 350 лет действовал институт Инквизиции в Европе, а затем еще почти 1000 лет им пугают друг друга потомки европейцев. Якобы на ее совести миллионы жертв религиозного фанатизма, а в России додумались объяснить ее небольшое количество, по мнению россиян, красивых женщин в Европе. На деле это мифотворчество, которое довольно слабо относится с реалиями. Инквизиция не только работала в Европе, но и в России был ее полный аналог в виде монастырского права, имевших своих рабов, палачей, крепости и войска. А уже ликвидация неугодных там была поставлена на поток, от запирания в монастырь до массовых погромов старообрядцев. Поэтому тезис «у нас такого не было» совершенно не соответствует правде. Рассмотрим пример испанской инквизиции как наиболее кровожадной в Европе. Когда была основана инквизиция? Трибунал Священной канцелярии инквизиции или Испанской инквизиции был создан в 1478 году под властью Фердинанда II Арагонского и его жены набожной Изабеллы, которую в сериале «Великолепный век» турки сделали наложницей султана. Католические монахи хотели, чтобы их страна объединилась под одной религией и одной культурой, так как в Испании были крайне сильны позиции иудаизма, ислама, ереси альбегойцев или катаров. Была ли Испанская инквизиция единственной инквизицией в Европе? Возможно, это наиболее запомнилось. Но с XII века существовали и другие расследования, направленные на борьбу с религиозным сектантством. Волна его захватила Европу, и едва ли не каждой стране был свой проповедник, который трактовал Христа на свой лад, часто с ренессансом языческих культов. В течение XIV века эти расследования были распространены на другие европейские страны, включая Испанию, отличие которой в том, что она основала свою собственную, неконтролируемую корону, не церковью структуру. На кого была нацелена Испанская инквизиция? Первоначально инквизиция должна была обеспечить единый канон веры, чтобы те, кто обратился в католицизм из иудаизма или ислама, сделали это правильно. Это регулирование усилилось после того, как были изданы два королевских указа в 1492 и в 1501 годах, предписывающих евреям и мусульманам выбирать крещение либо же изгнание. После первого указа более 160 тысяч евреев были вынуждены покинуть Испанию. Так начался исход евреев из Западной Европы в Восточную. Многие пытались формально принять христианство, но оставаться в тайном иудаизме, однако это быстро становилось известным. Любой, кто подозревался в двоеверии, был подвергнут расследованию, даже те, кто принял христианство. Морискос, бывшие испанские мусульмане, принявшие крещение, столкнулись с преследованием, как и последователи гуманизма Дездери Эразма, остатки катаров и альбегойцев, сторонники ветвей иудаизма. Как же проходила Испанская инквизиция? Великий инквизитор председательствовал в 6 палатах Верховного Совета. Они собирались каждое утро и также еще на 2 часа каждые 3 дня в неделю. Утренние заседания были посвящены связанным с верой ересям, а во второй половине дня были посвящены значительным грехам обвиняемых, таких как сексуальные преступления или двоеженство. 14 трибуналов работали в стране и по городам в провинциях составляли Супрем. Первоначально они были созданы в районах, где были сочтены необходимыми, но позже были созданы во всех местах Испании. 2 инквизитора и прокурор заседали в каждом суде, причем один инквизитор, альгуасиль, отвечал за содержание под стражей, заключение в тюрьму и физические пытки обвиняемого, а второй уже за обвинительную часть. По мере того, как ряды еретиков таяли, инквизиторам все сложнее было находить себе работу и приходилось хватать всех подозреваемых. Что же происходило во время инквизиции? Внимание Испанской инквизиции должно было быть действительно ужасающим для обычного человека. Сначала обвиняемым предлагалось добровольно предстать перед трибуналом, чтобы признать свои ереси, за что они обычно получали более легкие наказания. Однако и явка по такому поводу признания вины. Затем о внимании к человеку сообщали его друзьям и членам семьи, побуждая их заставить его на суд. Если же это не помогало, человека забирали силой. Как только кто-то будет обвинен, будет установлено наличие ереси, он будет заключен в тюрьму. Его имущество конфисковывается для покрытия расходов суда и на содержание, тогда как тюремное заключение может длиться месяцы, если не годы. Когда дело наконец было передано в суд, процесс состоял из серии слушаний, в ходе которых как обвинитель, так и обвиняемый представляли свою версию событий. Людей действительно пытали? Да. Но историки все еще расходятся во мнениях относительно того, в какой степени пытки использовались, как далеко они заходили. Методы пыток, по-видимому, использовались для получения признания, в отличие от отдельного наказания. Женщины, дети, немощные и пожилые не были освобождены от таких методов дознания. Поразительная изощренная фантазия пыточных мастеров Испании. Популярным методом пыток был стеллаж, который растягивал жертв за суставы или подвешивание человека к потолку за запястье. Обвиняемых можно было заставить пить воду с тканью во рту, поэтому они чувствовали, что тонут, и впадали в панику. Наказания варьировались от ношения одежды покаяния до
так называемые вериги, в течение различного периода времени, в некоторых случаях до конца их жизни, до актов покаяния, плетей, или в случае нераскаявшихся или рецидивирующих еретиков, утопления и, наконец, сжигания на костре. Сколько же погибло во время Испанской инквизиции? Опять же, это горячо обсуждается оценками от 30 тысяч до 30 миллионов человек. Однако специалисты считают, что ужасы инквизиции были преувеличены, и что только 1% из 125 тысяч человек, которые, как полагают, были преданы суду, были казнены на самом деле. 12 либо же 15 тысяч казней за 350 лет – не такая уж большая цифра для организации с такой жуткой репутацией. Инквизиторы в Центральной Европе казнили 775 человек из 50 тысяч осужденных за все время своей работы. В ряде случаев это примерно 1,7% от общего числа казней. Казни были совершены лишь на бумаге, сжигались манекены отсутствующих осужденных. После 1530 года преступлением, каравшим с наибольшей, сравнительно суровостью, было скотоложество, которое подпадало под юрисдикцию инквизиции только в Арагоне. Здесь мы обнаруживаем 23 смертные казни и 58 приговоров, причем число казненных достигало 40%. По контрасту, число казненных даже среди обвиняемых иудаистов теперь составляло лишь 10%. Как закончилась Испанская инквизиция? Старший брат Наполеона, Бонапарта, Иосиф, король Неаполя и Сицилии, и король Испании, человек, которому предписывает конец Испанской инквизиции, человек свободных, просвещенных нравов, он запретил эту организацию в стране де-факто, лишив ее финансирования какого-либо внимания власти. Сам институт инквизиции был официально отменен королевским указом от июля 1834 года. Пишите, что думаете по этому поводу. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Дорогие друзья, критики и те, кто видит мои видео впервые, хочу анонсировать вам перезапуск Boosty и Patreon на моем канале. Не секрет, что YouTube довольно жесткая система со строгой модерацией, как с точки зрения правил поведения, так и тематики видео. Многие темы являются табуированными, закрытыми, не подлежащими обсуждению, что сильно сковывает тематику. И поэтому на Boosty для россиян и на Патреоне для иностранных зрителей будут свободные видео на те темы, раскрытие которых на YouTube будет невозможным и грозит всевозможными карами. Например, есть ли отличия в интеллекте у разных расовых типов, красивы ли дети от браков разных народов или это миф, почему женщины предпочитают иностранных мужчин и как с этим связана биология, и вообще как ведется половой отбор и наследуются признаки, какова роль разных народов в революциях и войнах прошлых веков, почему Гитлер истреблял евреев, была ли советская власть благом для русского народа или истребила его, существует ли черный расизм, и многое-многое другое. Подписывайтесь на Boosty и Patreon и получайте доступ к эксклюзивному контенту и обсуждениям.